Уважаемые наши друзья, то, что вы видите сейчас на столе, это только часть работы, что нам сегодня предстоит. Поэтому набрали кофе, чай, кто покрепче может набрать, потому что тут много нервов придется потратить. Особенно мне, Валя, мне надо что-нибудь. Обойдетесь, Игорь Иванович, вы-то оператор. Ну, И так вон люди жаловались, что у нас звук плохой, но везде был хороший, только, значит, какие-то отдельные регионы не получали наш звук. Вот, поэтому мы все перепроверили, наши микрофоны работают отлично, в хорошем режиме, поэтому жалоб не должно быть. А теперь, Игорь Иванович, подходим сюда, будем мешать питание для наших растений. Значит, смотрите, здесь смешанный грунт, естественно. И так далее, вот, перлит, вермикулит, осмокот, долгоиграющий этот. Потом у меня этот, забыла, серамис, немножко деревьев, кора деревьев немножко. И вот такой хумус я буду обязательно добавлять в компост, этот наш грунт. Посмотрите. Настолько у меня питательная, грунт питательный получился. Вот. То есть сам бы ел, как бы говорят. Ну, этот сейчас я замешаю, и мы приступим к работе, да, Игорь Иванович? Грунт очень хороший. Я смешала здесь и кокосовый, и чего только нету. Я уже некоторые растения поставила возле окна. И вот смотрите, говорю, вот снег, если вы расти не будете, я просто очень строго выкину вас на снег. Ну, смотрю, вроде ничего. Слушаются. А когда вот танцуешь с ними, больше внимания они начинают. То им не нравится, то листья сбросит, то корень сбросит, то еще что-нибудь сбросит. Вот, посмотрите, какой уж грунт. Ни в одном, как бы сказать, садовом центре или все ж экономят сейчас. Все-таки вот эти все добавки стоят сравнительно дорого. И сегодня что у нас? Вот такой вот такая сансеверия. Очень хорошая, я вам скажу, хороший сорт. Ну вот она у меня корни почему-то сбросила. Она была большая, огромный куст. Потом бабочка его съела. Вот этот оставался как ребенок от этого растения. И я думала, ну все, не буду трогать, пока стоит все. А он раз и вот так вот взял и упал. Что-то ему не нравится. Поэтому он пойдет вот в такой грунт. Все, что ему не нравится, должно вот тут понравиться. Я специально взяла прозрачный горшок, чтобы за ним наблюдать. Так, сейчас вот так немножко притопчем его. И я хочу потом палочку поставить, чтобы он, пока грунт усядет, чтобы он более плотно сидел. палочку я тебе принесу из леса, Валя. Не, у меня На есть. пробежку когда пойдешь. Ой, ну ты пробежки. Ты уже обещал, что мне и мох оттуда, и где он. Надо тебе прийти тоже и посмотреть, какой хороший, какой нет. Вот, по первый пошел. Так. Дальше я вот показывала, что я купила недавно, приобрела. Я все-таки решила их пересадить. Эпипремнум, пинатум. Вот, и я сейчас его вытащу из торфа, потому что он чуть-чуть постоял и уже сухой, посмотрите. Прям сыпется. Что ему делать, не знаю. Но я боюсь, что корни не отсохли у него. Поэтому я его сейчас посажу в более тяжелый грунт. И он будет, ну вот так корешки, видите, хорошие вроде бы. И он вообще здоровое растение, настолько было. А то, смотрю, земля пересыхает. Но он голимый торф. Вот просто. Никаких. А тут и удобрения, и все, что только нету. И мы его быстренько пересадим. Вот, на низ я сыплю немножко грунта. И сейчас это я закопаю его. Разделять не буду. Потом, когда он примется у меня и начнет давать побеги, я просто побег отрежу
и укореню. Что я так поняла, что лучше их не разделять. Вот так. Хорошо притоптали, но не сильно, конечно. Вот. Естественно, оно все на поливе пойдет потом, на полив и так далее. Дальше у меня монстера. Тоже взяла прозрачный специальный горшочек. Монстера, как же ее называли? Сельтепека. Вот. У нее корни уже вылазили с этого, с горшка. Ну, я решила его пересадить. Грунт очень влажный. Я его, кстати, и не поливала. Вот как купила, я его еще не поливала. Он, видно, был залитый настолько, что слышится запах даже вот такой перестоявшийся. Вот. Ну, пока корней отходов нету. Вот. Сейчас мы его немножко в центре порастормошим, корни освободим от тяжелого такого неподъемного грунта. Так, тут в центре все хорошо. Вот так вот. Вот такой и корни хорошие. И она должна расти. Но я хочу ее позже посадить. Я немножко ее в бок сейчас сдвину, поставить, штангу кокосовую, чтобы он уже начинал ветвиться. Для этого я выбрала прозрачный горшок. И я сейчас его постараюсь на одну сторону просто посадить, чтобы потом можно было эту штангу поставить. У меня есть такие горшки, которые стоят на маленьких штангах. Большой сюда я не хочу, а маленькая еще нету. Ну, как у всех любителей цветоводов. Не все купишь, не все приобретешь и не все предугадаешь, предусмотришь. Вот. Присыпали все корешки, чтобы не было ничего наружу, не присохло. И будем наблюдать. Естественно, он пойдет в керамический горшок. Вот такой вот. Ой, растение у нас получилось. Я вот так буду ставить. А эти маленькие, сейчас у меня будет большая пересадка сансевьерии. Вы знаете, что я очень хорошо отношусь к сансевьериям. Вот, это мы недавно приобрели, за 2 с чем-то я ее приобрела. Это сансевьерия Хани, Зилбер Хани. Я ее вот посажу. Посмотрите, вот такой маленький горшочек, чуть больше этого. Вот, потому что он пересыхает быстро, и я не хочу, чтобы он у меня однажды... Потому что не увидишь, когда много цветов, ой, все не увидишь. Тут вообще непонятно, в чем растет. Ну, тоже торф. Я не хочу, чтобы они у меня в торфе быстро пересыхали. Посмотрите, прям оранжевый торф. Приблизь, Игорь. Вот. Он может пригодиться еще, нет? Не-а. Или выбрасывать? А он беспонтовый. Это транспортировочный грунт, его еще иначе называют. А мы его посадим в питательный грунт, чтобы он не пытался там что-то сделать. Покончить жизнь самоубийством. У нас это, вот правда, я когда сегодня начала смотреть все свои растения, опять контроль, опять там какие подтравила, что-то там подэтовала. А потом смотрю, вот такие вот, они просто без внимания стоят маленькие. Большие ты видишь сразу, он там листья опали, вот так приехал, вот так листья. А этот стоит и молчит. Поэтому лучше его пересадить в больше диаметра чуть-чуть. И все равно он в бок сансевьерия растет и прирастает все. Вот такой получился. Сансевьерия цилиндрика. Сейчас я... Тут написано, что сансевьерия цилиндрика. Что-то я тут неправильно написала. Это не бонзил. Так. Ого. Видите? Яй-яй. Что-то он неохотно покидает этот горшочек.
Неохота ему. Ну, корешки хорошие, я не буду сильно его тормошить. Просто я его... Ой, палочку воткну эту грунт. У меня еще такой нету сансеверии. И не было. Чтобы она так вот... Вот так. Игорь Иванович, подходи ближе, не бойся меня. Я сегодня не кусаюсь. То смотри... Ты только обещаешь. Боишься? Да. То тоже. Вот. Немножко. Еще он, когда польется, грунт усядется, и он будет более надежно стоять. Сейчас он, конечно, трепается. Вот так. Сейчас мы его еще застрахуем. Подстрахуем. Все. Вот. Покажи, какой красавчик получился. Сансеверия. Дальше самурайчик, мои любимые самурайки. Я еще ищу сансеверия, называется банан. Это в моем желании, но я еще ни разу не встречала его нигде. Он тоже так выглядит, как вот такой, как, ну, как сансеверия самурай, но только у него листья еще намного толще. То есть, ну, как говорится, у каждого свой вкус и свой этот. Ну, нравится мне сансеверия еще исходя из того, что они неприхотливые, что они приносят пользу в дом, что вот они выделяют кислород. Мне муж уже, наверное, полгода просит поставить в спальную комнату одну сансеверию, но я что-то никак не могу поставить. Вот корешок такой у него. Я потом его кисточкой обтрушу. Вот. И будем наблюдать за ним. Потому что он такой грязненький, самурайчик у нас получился. Эти сейчас еще полью все. Посмотрю, нету еще раз вредителей. Внимательно посмотрю. Ну, они все прошли обработку много раз, но 2 раза точно. Потому что мы видео вам показываем, что вроде только купили. А на самом деле они у нас стоят вот тут на столе. Дочка приходит, говорит, опять купили? Ну, что делать? Раз такое дело у нас. Сейчас я его засыпался тут чуть-чуть. Неудобно, он толстенький, неудобно. Эти края острые. Вот такое вот. Вот такая у нас зима. Говорят, зимой нельзя пересаживать. Можно все, ребят. Все можно. То, что он вот в таком грунте находится, это ж тоже говорит о том, что ему нехорошо. Особенно в отопительный сезон. Оно ж мгновенно пересыхает. Бонсил. Тоже люблю бонсил. Хороший. Цветочек. Ой, не туда. Что я все время хочу высыпать хороший грунт. Вот такой. Корешки хорошие. Не буду сильно его разминать. Он сам найдет себе хороший грунт. Вот такое неприхотливое растение. Он растет у меня вообще замечательно. Мне очень нравится. Не надо там раз... Я поливаю где-то сансеверия раз в 2 недели. Ну, в зависимости от... Например, если в квартире жарко или тепло, вот мы включаем отопление, то да, тогда чаще. А так, если он находится в прохладном, ну, стоит, ну, 22-20 градусов, то зачем его без конца поливать? Они не любят залив сансеверия. Чуть полил и хватит. Вот. Ну, я с ними просто дружу, и вообще сансеверия мне очень нравится. Вот такой вот цветочек. Гляньте уже, сколько мы пересадили с вами. Видите? Много. Все-таки много.
Сейчас еще один. Это я уже приготовила, просто он в этот горшочек пойдет у меня. Как всегда, грязно у меня, насорила. Не у меня, а у цветочков на столе. Ну, а цветочки ж у тебя, Ну да. значит, у тебя тоже. Видите, как сыпется хорошо. Сейчас тоже пойдет хороший грунт. Не будем мы его. Ну, чистый торф, чистый. Не хочу я в торфе, чтобы были. Корни хорошие, замечательные. Замечательное растение. Вот я его чуть-чуть побольше объема добавлю. А нет, наверное, чуть-чуть землю, грунт выцеплю. Вот. Сейчас корешки все засыплю. Вот так подкручиваю иногда, чтобы он хорошо корень улег. Тоже чуть-чуть сбоку я его посажу, потому что пойдет тоже штанга. Его надо на штангу. Потому что когда он с полок свисает, он закрывает другим свет. И я это не очень приветствую. Вот так. Игорь Иванович, подходи ближе. Я вижу, что тебе прям интересно смотреть. Конечно, интересно, Валерия. Ну, а нашим зрителям интересно смотреть, может быть, прям, чтобы близко-близко было. Вот этот уже надо его на штангу ставить. Вот так он пойдет сюда. Хорошо ему, уже прекрасно. Ну что, ребята, похвалюсь. Это то, что я купила. В уцененном магазине, уцененные растения. Он у меня политый. И он начал просто засыхать. Загрустил, Валя. Я не знаю почему. Ты знаешь почему? И я не знаю почему. Вот сначала, вот теперь обрежу вот эти вот корешки, ой, вершки, потому что они уже засохли. Я не знаю почему. Сейчас я корни. Смотри, корни. Да, все засохло. Оно политое. Так жалко. Я так хотела вот этот вот именно такого рода. Вон, шелестит. Сено. Брызгала сверху растения. Вообще, не знаю, что ему надо. Поливала сверху. Обмочила. У меня очень хорошая влажность в доме, чтобы вы знали. Сейчас я вот эти все листочки его, которые уже засохли, они прям хрустят. Ну, так посмотрим. Тут вообще не пойми, что. Знаете, вот как скомканная гнилая вата. Я знаю, что у папоротника такие корни, но тут вообще... Я не знаю, что с ним делать. Все равно придется его растормошить. Знаете почему? Потому что он засыхает все равно. Он все равно пропадет. Валя. Да. Тормоши. Вот нам, цветоводам, с чем приходится сталкиваться. Когда опыта мало и не знаешь, что делать. Вот так. Отрезать и все. Они, наверное, вот знаешь, в магазинах их заливают, и он уже внутри гниет. Не знаю, что с ним. Все равно придется, да. Ты прав, что он все равно пропадет. Хоть бы, вот, знаете, корешки какие-то такие светлые, они все и рвутся вот так, тоненькие. Не пойми, что. Белых нету корешков, светлых нету. Как в этом пишут, 5 минут спустя. Вот так мы его освободим.
от лишнего. Все равно он, вот слышите, он шелестит. Он засыхает где-то внутри. Так. Я не уверена, что он останется живым. Посмотрим. А у тебя же есть средства для корней, для усиления? Нет, это роста корней? папоротник, если он сгнил и горен, то хоть чем намажь его. Так. Попробую. Все, что осталось, попробую. Он просто засох. И вот даже молодые, которые вышли, они тоже засыхают. Я его, наверное, сейчас это самое в тепличку поставлю. Потому что он страдает. Он тоже сухой. Он моментально, вы знаете, мы только занесли его, на утро смотрю, уже вверх вот так скрутился. Даже сказать, чтобы там какая-то моя вина, нет. Сейчас это надо больше отрезать. Вот так. Вот так стопорятся видео. Вроде идет все гладко, гладко, потом бах, и уже не гладко. Так, посадим. Намочу его сегодня и в тепличку посмотрю. Хотела его накрыть еще сверху. Может быть, потом в тепличке, скорее всего, он и оживет. Я там тепличку уже подготовила сегодня, помыла ее, продезинфицировала, потому что у меня там стояли алоказии. Вот. Ну что, дорогой мой, я даже тебя, по-моему, посадила в твой же горшок, хотя приготовила другой. Ладно, пускай так. Вот. Сейчас я еще этот обрежу. Да, жалко, да, это деньги стоит. Ну, куда деваться? Люди да умирают, а растения тем более. Так, пересаживаем. Диффенбахия. Вот такое вот счастье. Хорошее растение. И корни хорошие. Сейчас мы его чуть-чуть еще оттрусим от этого грунта. Видите? Даже обрезать ничего не приходится. Как в фильмах говорят, никто не пострадал. Так, решила посадить в большой. Посоветовались с семьей. Она вообще крупная диффенбахия. И я думаю, что ее нужно посадить в большой горшок сразу. У нее корневая очень большая, поэтому ей не будет. Не хочу в тесную сажать, потом пересаживать, трепыхать ее без конца. Вот. Я не буду ее сильно засыпать, просто потом подсыплю немножко грунта. Вот так вот. И будем следить за корнями. Вот такой вот. Сейчас мы прервемся, переходим на водный полив, на фитильный полив растения, которые я буду пересаживать. Так, добавляем осмокот, пролонгированное удобрение, потому что в камнях нету никаких питательных веществ. Дальше начинаем, помешаем все. И начинаем пересадку в минеральный грунт на фитильный полив. То есть я уже подготовила. Вот такой маленький у меня пойдет филодендрон. Он пойдет на фитильный полив. Пересох немножко. Сейчас мы его немножко прикультурим. И вообще филодендроны, они живучие. Не все, конечно, скажу вам. У меня был филодендрон виолин. До того я с ним намучилась, это не сказать. Я так была рада, когда он умер.
Потому что я его и поливала, и удобряла, и что только не делала. Вот такой у нас филодендрон, так я и не знаю, как его название. Ну, узнаем попозже. Потом, когда я буду делать обзор, я поставлю все названия его, названия их, растений. Потому что некоторые у меня под названиями, а некоторые нет еще. Потому что их много, а я не успеваю писать. Это надо... Ой, что я с этим большим? У нас кто-то украл маленький ковшичек этот, которым я всегда набирала грунт. Черненький вот такой. Черненький. Надо было следить вас за вещами. А ты откуда знаешь, он черненький? Может, он серенький? Ну, сероватым оттенком, я помню, да. Вот такой вот. Сюда воду наливаю, потом, ну, сначала полью, оболью, чтобы камни были мокрые, напитался шнур водой. И сюда добавляю воду. Воду иногда добавляю удобрение, и все растет очень хорошо. Вот, ну, такие горшки быстро имеют такую возможность заканчивать, поэтому будем сажать в то, что есть. Вот такое вот алоказия. Это алоказия поли. Я ее когда-то купила, не помню за сколько уже. Но я рассказывала в предыдущих там видео, сколько оно стоит. Вот, и хочу тоже пересадить его на фитильный полив. Очищаю от грунта, смотрю на корни. И если что-то не так, ну, у него уже вот будут скоро маленькие клубни. Ну, такое вот поле, она, конечно, такая рождаемая быстро. У меня уже наподобие этого платину, уже как конь здоровый. Я не знаю уже, куда его ставить. Такой огромный. Так, вот так. Чуть-чуть грунт насыпаем на дно. Засыпаем. И ставим горшок. Естественно, удобрение он будет получать больше весной, летом. А сейчас он будет, ну, немножко получать удобрение. Вот такое же поле, только взрослые растения. Посмотрим, я видела, уже у него клубеньки есть, которые они уже наружу выходят. Это я купила вообще очень дешево, потому что купила еще вместе с керамическим горшком. Ну, он у меня пойдет вот в такой прозрачный горшочек. И мы его сейчас почистим от клубней, если они будут, которые... И я потом делать буду... Вот и уже один пошел клубень. Потом буду делать, ну, сфагнум мох. Я всегда сажаю. Вот еще один клубенечек. Надо смотреть, чтобы не было. Ой, натрусила. О, какой огромный клубень, посмотрите. Там еще видно его. Ага. Как у картошки. Я сажаю сфагнум, влажный сфагнум мох, и они вырастают. Вон, гляньте, сколько у меня их. Некоторые не вырастают. Я не скажу, что стопроцентная, прям вот стопроцентная. Вот сегодня убирала, некоторые вам сидели в мху и не... Ну, так. Смотри, сколько картошки, пожарить можно, да? Можно. Глянь, сколько уже натрусила грунта надо. Вот у меня всегда так. Вот. Он тоже пойдет у меня на фитильный. Обрываем вот эти вот, чтобы не гнили. Вот такая прелесть. Вообще мне он нравится. Поле. Когда-то он очень дорогой был, а сейчас смотрю, везде стоит. Так что, кто хочет... Ждет меня, все ждут меня. Нету больше. Вот такой вот. Сейчас мы сюда насыпем минеральный грунт. Естественно, он пойдет в специальный горшочек. Будет там стоять. Но я скажу, он находится в грунте не в плохом, хорошем. Сейчас мы вот так корни чуть подкрутим, чтобы они, о, вот так, ровненько легли, не торчали во все стороны. И так засыпаем.
Это у меня лечу запон называется. Мы его с Игорем давно купили, целый мешок. И я вот им все время пользуюсь. У меня многие вот эти алоказии стоят на фитильном поливе. Потому что они очень любят пить. Если чуть-чуть не долил, у них начинается желтеть. Листья, корни спадают. Ну, немножко вредное растение, но не настолько. Сейчас. А это уже детка одна проросла, я не стала ее убирать. Снова горшочек сразу. Да? Ну, я этот хочу заменить, Игорь. Нормально. Нет, он должен, чтобы вода стояла. Такой побольше. Дальше. Видите, сколько я урожая собрала? Надо подписать. То я оставлю, а потом думаю, а что это за алоказия у меня тут растет? Дальше. Вот такая лялечка у меня появилась. Это алоказия Лаутенбахи Анна. Она продавалась вот в таком мешочке. Опа! Вот, видите, даже с этим вышла. Я не знаю, будут у нее корни или нет. Это все Игорь на выкид. Пускай стоит горшочек, может понадобится. Ну, он... Ой, есть что-то у них тоже. Видите? А вот этот листик не обрежешь? Обрежу, но позже. Он тебя нервирует? О, обрезание. Вот. Смотрите, какие корни мощные. У меня такая была, я уже рассказывала, я ее продала, мальчик купил. Потом я его учила его поливать. Он говорит, что-то вот принес, а она не такая. Я говорю, ну ты ж, наверное, уже воды туда налил. Ну да. Ну, показывала, какой грунт должен быть. Проверять пальцем надо. Если, ну, грунт, вот палец засунул, и грунт сухой, значит, уже надо поливать. Это понятно. Но так как они на фитильном поливе у меня, вот мы уезжаем с Игорем куда-нибудь, дочка ж не всегда может, ну, поливать, приходить. Она работает тоже, не может же бросить работу. Учится еще до сих пор. Да, еще и учится заочно она. По субботам бегает в университет. Вот, ну и, естественно, мы ее не хотим обременять. И я сделала фитильный полив, очень удобно. Уехала, вот когда дочка поливала, мы на 2 или на 3 недели тогда уезжали. Дочка поливала, но все равно у нее нету такого опыта, чтобы там посмотреть, что там за растение или как его. Вот. Что это такое? Что-то гнилое. Посмотреть надо. А тут что-то растет. Вы знаете что? Я не буду сильно его напрягать. Это какие-то комки непонятные. Вот. А он вырос у меня такой большой, у него было большое количество листьев. Что там, картошка тоже? Нет, это просто отросточек. Ну, я не трогаю его, пускай. От корня идет, пускай. Вот. Ну, не без уронов, конечно. Но он уже гнилой, этот корень. Вот так. Посажу его сразу в большой горшок. На фитильный полив. Вот так. Буду просто доливать воду и пусть пьет. И мы вот когда уехали, я приехала, ни один, вот что на фитиле, ни один не пропал. А эти были, некоторые не очень хорошо выглядели, но дочка, что смогла, то им дала. Я ей написала, сколько поливать. Ну, есть же еще факторы такие, что сами растения могут просто ни с того ни с сего заболеть. Вот. Смотрите, видите, я его прикрутила. Сейчас засыплю. И поставлю в воду. Ой, неудобно. Посмотрите, что я тут натворила, как всегда.
видела, многие цветоводы, которые занимаются видео, снимают, что бывает за кадром. Ну, то же самое, потому что, ну а как с грунтом по-другому? Так, его надо палочку ставить, наверное. Потому что он плохо укоренится может. Палочку я тебе обещал из леса, Валя. Все, вот смотрите. Сейчас я его еще чуть-чуть там. И где обещанные палочки? Будут? Сейчас прервемся на минутку. Продолжаем. Немножко убрались, потому что невозможно было. Вот такое сейчас у меня пойдет колотея. Тоже пойдет на фитильный полив. Вот. Посмотрим, что у нее за грунт. Тоже у нее, видите, листья желтеют. Что-то ей не нравится. Я хочу ее все-таки на фитильный полив отправить. Залитая. Это, наверное, уже я полила. И... Хотя не... Поливала ее? Не, не помню. Это Нет, было? наверное. Да, поливала, наверное, может, неделю назад. Но что-то она, видно, уже была политая. Вообще грунт не просохший. Не знаю, что делать с ней. Вообще не знаю, что делать. Надо корни вот так немножко ее распушить. Прям хоть вот выжимай. Разрежешь, бывает. Не буду корни портить. И что? Тут над каждым корешком надо трястись. Они же выполняют функцию больше, чем само. Если даже листик поломаешь, не так обидно, как корень. Вот. Это у меня... О, вон она что. Вот, посмотрите. Что там? А поближе покажи. И все поймут, что. Стаканчик торфяной. Я вижу даже. Вот это я его уже обдирать начала. Видите? А я вот смотрю, он как-то странно себя ведет. Вот поэтому и погибают растения. Что он находится постоянно как в воде такой. Непонятно в жиже. Сейчас тоже опять насорю. Только ж убрали. Тут их несколько растений. Я боюсь, что все растения будут на торфяных стаканах. Вот что. Может такое быть? Может. Ну, вот еще один. Видите? Ой. Говорит, что вы пересаживаете растения? А вот так. Оно вон листья начинает портить, значит, что-то с корнями не то. И думаешь, купил, деньги потратил, а оно раз и пропало. Ну правильно, побежал опять покупать потом. Вот такой бизнес. Все одноразовое. Надо хорошо почистить от этого. Ну вот так. Я очистила его немножко. Растормошила. Корни я не стала обмывать. Они все равно через камни обмоются. Через минеральный грунт. Ну, я камни их называю, потому что, ну да, они ж такие вот, видите, корни. Вроде хорошие, но все равно. Посадим мы их на фитильный полив и будем ждать, пока он разрастется. Хотя он там и начал уже пускать. Вот так. Как хорошо сел. Прям хорошо сел. Сейчас я возьму палочку, немного продвину. Чтобы грунт просыпался. Здесь вот я в этом минеральном грунте у меня удобрение достаточно хорошее, осмокот. Оно действует где-то 3-4 месяца.
Но я все равно добавляю, как-то я вам обещала показать, ну, в следующий раз, специально для таких растений, которые находятся в минеральном грунте, удобрения. Я не знаю, что там, но иногда подливаю, вроде растения реагируют очень хорошо, начинают расти, вот. Потому что в минеральном грунте нету питательных. Вот. Ну, вроде бы это корни черные, ничего не обмоется. Вот такое вот растение. Сейчас я его потом поставлю в специальный горшок, но не... Поставлю вот в такой пока горшок, пускай стоит. Сейчас я... Пересаживаем дальше алаказия. Это, по-моему, крылья дракона алаказия. Вот. Это хвосты валят дракона. Хвосты. Да. Он находится в хорошем грунте. Дракона на кончике хвоста вот такой вот. Вы знаете. Гляньте, вон маленькая бубочка. Ну, пусть растет. Пускай растет, я не буду его убирать. Ух, насыпала. Ну, по-другому нельзя, мне надо ж как-то отряхнуть и узнать, в каком находится он состоянии. И вот, и вот. И тут у нас, как всегда, Основание хвоста, Валя. вот. Или потом ты нашла. Да что нашла? Нашла я там мешочек торфяной. Или что это такое, я не пойму. Видите? Или это Это корни? корни так, наверное, скрутились. Наверное. О, куда-то упал. Вот. Ну, это маленький, он не вырастет. Ну, вот такой вот тоже горшочек. Ставим. Вот так. Он еще обмоется через грунт. Я вот это, когда он стоит в горшках вот таких, вода, вот так грязь скапливается, я вот мою и высыпаю, выливаю воду грязную. Поэтому я решила их не обмывать. Смотри, там она это самое, значит, когда воды, Да, да, если грязь выходит. да. Все. Видите, как быстро. Это я еще обмою. Я не стала его мыть. Вот так. И тоже этот пойдет на фитильный полив. Это у нас называется антуриум. Я еще не знаю, что это за сорт такой. Но корни шикарные. Я сначала подумал каннабис вот, в магазине. Да? Ну, он похож, да? Ну, похож на коноплю, да. Нет, это антуриум. Но потом понюхал и отсутствие запаха переубедило меня. Он сразу, видите, на такой хорошей штангочке продается хорошо. Мне это очень нравится. Вот так бы все продавали, которые надо. Прям такая корзинка плетеная получилась из корней, видите? Это хорошо. Продолжаем. Вот уже чуть-чуть осталось досыпать. Угу. Вот так ставим его. И я буду наблюдать и за корнями, и за всем. Потому что у меня антуриумы вообще стоят тоже все на фитильном поливе. Не знаю почему, но мне так удобнее. О, Господи. О, Господи. Хоть бы ж не загубить это еще растение. Засыпай еще. Ну, сейчас надо ж хоть это корни приложить. Вот так. Вот так мы его присыпем. Вот так. Ой, Валя, Валя.
Сейчас я немножко палочкой. Это кто у нас? Это то. Вот это. Осторожно, чтобы не повредить корни. Двигаемся по боковой стенке. Потому что я говорю, лучше повредить листик, чем корни. Вот так. Он тоже пойдет у меня в такой специальный горшочек, где будет находиться вода, в которую я буду добавлять удобрения. Вот. Но то, что некоторые листья подпорчены, это ничего. Просто хочу понаблюдать. Ну, вот эти корни я хотела закрыть, а потом прочитала, что это воздушные корни, и не обязательно его закрывать. Ну вот, на этом наша замечательная пересадка. Я так устала. Устала, Валя? Устала. Замечательная пересадка наша закончилась. Уже Оставь вот так все, а завтра будешь. уже глубокая ночь за окном. Так что всем спокойной ночи, хороших снов. До свидания. До свидания. Пишите комментарии, мы ждем.